Поставьте лайк, подпишитесь и поделитесь этим видео, чтобы больше людей узнали этот секрет. Давайте развиваться вместе. Мужчины, обратите внимание, потому что сейчас я скажу самую жестокую правду, без всяких уговоров и притворства. Если вы устали быть дураком, гоняться за женщинами, которые вас игнорируют, и не понимаете, почему ваши искренние и усердные попытки не приводят ни к чему, вы наконец-то узнаете, где вы ошибаетесь. Прежде всего, я хочу, чтобы вы прекратили лениться и сразу поставили лайк этому видео, подписались на канал и включили уведомления, потому что я не шучу. Сегодняшняя тема серьезная. Как создать желание и сексуальное напряжение у женщин, используя секреты психологии. И если вы продолжите вести себя как бедняга, вы только продолжите тонуть. Я буду жестким, потому что именно так вам и нужно, не так ли? Жестокие истины, без жалости, как их понимают и принимают взрослые мужчины. Перестаньте быть тем идиотом, который верит в пустые обещания, в магические техники, которые не дают результатов. Здесь вы научитесь делать все правильно, перестанете вести себя как отчаянный человек, готовый на любой кусочек внимания. Вы выйдете из этой жалкой зависимости и научитесь быть тем мужчиной, которого они хотят, а не просто тем, кого они терпят. В этом тексте мы углубимся в 12 ключевых моментов, которые помогут создать нужное напряжение, которое возбуждает женский разум и пробуждает желание в вашу пользу. Каждый пункт будет как пощечина правдой, которую вы уже должны были знать. Перестаньте тратить время и силы на бесполезные вещи. Перестаньте быть дураком. Хотите реально научиться? Тогда обратите внимание на каждую деталь, применяйте это и перестаньте жаловаться на жизнь. В конце я дам вам несколько убийственных советов, которые сделают разницу. Но если вы слабак, если не хотите слушать, можете выйти сейчас и продолжать быть идиотом, которым вы всегда были. Те, кто останется до конца, точно поймут, чего на самом деле хотят женщины, и как вы можете кардинально изменить игру. Номер 1. Секрет гипнотического взгляда, который оставляет ее без контроля. Секрет гипнотического взгляда, который оставляет ее без контроля. Вы действительно думаете, что она почувствует что-то сильное к парню, который не может даже удержать взгляд? Прекратите эту чепуху. Взгляд – это первое оружие, которое у вас есть, чтобы создать желание и напряжение. Вместо того, чтобы отворачиваться, как трус, вы будете смотреть прямо, не дрожа, не моргая, как отчаянный. Удерживайте взгляд несколько секунд, интенсивно, не выглядя при этом как психопат, просто ясно показывая, что не боитесь смотреть. Затем медленно отведите взгляд, не спеша, показывая, что момент прошел, потому что вы этого хотели, а не потому, что вам стало неловко. Этот и удержать, и отпустить взгляд создает психологический триггер. Она понимает, что вы другой, что вы не тот идиот, который боится зрительного контакта. И это впечатление останется в ее памяти даже после того, как вы уйдете. Это создает молчаливую связь, заставляя ее мозг работать на вас, пытаясь понять, что произошло. Помните, взгляд – это ваша презентация, ваше заявление о присутствии. Пока большинство мужчин опускает голову, как будто извиняются за то, что они существуют, вы показываете, что вы сильный человек, достойный внимания. Это первый шаг к созданию желания, понимание того, что гораздо раньше, чем вы откроете рот, ваши глаза уже скажут, кто вы. Номер 2. Как использовать безразличие в своих интересах для создания напряжения. Как использовать безразличие в своих интересах для создания напряжения. Теперь мы затронем момент, который вы, вероятно, делаете неправильно всю свою жизнь. Вы думаете, что бегать за женщинами, отвечать сразу, быть всегда готовым, как дрессированный песик, заставит ее влюбиться? Очнитесь, парень. Женщины не чувствуют желания к отчаянным мужчинам. Контролируемое безразличие – это ключ. Я не говорю, что нужно быть холодным и грубым, но прекратите придавать слишком большое значение человеку, который вас едва знает. Покажите, что вы не зависите от ее внимания, чтобы существовать. Будьте дружелюбны, но не умаляйте о крошках. Когда она почувствует, что ваша валидация – это не награда за участие, а то, что нужно заслужить, активируется женский инстинкт завоевания. Вместо того, чтобы гоняться за ней, она начнет понимать, почему вы не ползаете к ее ногам, как остальные лохи. Безразличие создает напряжение, потому что она не знает, гарантирован ли ее интерес. И эта неуверенность заставляет ее думать о вас, задаваться вопросом, сделала ли она что-то не так, пытаться вас впечатлить. Пока лохи пишут ей 1000 сообщений в минуту,
вы сохраняете спокойствие, занимаясь своей жизнью. Этот баланс создает огромную ценность в вашем образе, заставляя ее хотеть бороться за ваше внимание. Номер 3. Техника легкого прикосновения. Где и как прикоснуться, чтобы пробудить желание. Техника легкого прикосновения. Где и как прикоснуться, чтобы пробудить желание. Перестаньте думать, что для создания физического напряжения вам нужно быть навязчивым или неудобным. Это только оттолкнет женщин. Легкое прикосновение – мощное оружие, если им правильно пользоваться. Это не значит, что нужно вдруг схватить ее за руку, а просто легкое прикосновение к плечу, руке, нижней части спины, естественно и спонтанно. Это прикосновение вызывает физические и психологические ощущения, которые она не контролирует. Человеческое тело реагирует на тактильные стимулы тонкими способами, и когда это правильно применяется, возникает дрожь от притяжения. Но не ведите себя как извращенец, на ощупь ее. Это быстрое, точечное, почти незаметное прикосновение, но с намерением. После прикосновения ведите себя так, как будто ничего не произошло. Это остается в ее голове. Молчаливый сигнал уверенности и безопасности. Пока большинство мужчин трусит или идет по пути вульгарности, вы будете тем, кто создает комфортную и одновременно возбуждающую атмосферу. Это прикосновение в сочетании с уверенным взглядом создает молчаливое напряжение, которое она почувствует на своей коже буквально. Вы становитесь мужчиной, который умеет управлять атмосферой вокруг, а не просто испуганным куклой. Номер 4. Будьте незабываемыми. Как оставить эмоциональный след, который она никогда не сотрет. Будьте незабываемыми. Как оставить эмоциональный след, который она никогда не сотрет. Знаете ли вы, почему большинство из вас забываются через 5 минут? Потому что вы предсказуемы, незначительны, не оставляете ничего запоминающегося. Чтобы быть незабываемым, нужно создавать сильные воспоминания. Скажите что-то потрясающее, сделайте что-то неожиданное, что-то, что покажет, что вы не просто очередной никому не интересный человек. Это может быть глубокое замечание, необычный комплимент или решительный поступок в момент, когда все молчат. Эти эмоциональные воспоминания остаются в ее мозге. Это тот самый момент памяти, который заставляет ее вспоминать о вас, даже не желая. Если вы всегда делаете то же самое, что и все, она вас забывает. Но если вы оставите след в ее памяти, сцену, фразу, поступок, все изменится. Она будет задаваться вопросом: «Кто этот парень? Почему я не могу его забыть?» Ответ прост: потому что вы оставили уникальный эмоциональный след, и это редкость. Перестаньте быть тем серым парнем, который говорит то, что все говорят. Создавайте влияние, не будучи натянутыми. Мужчины, которые умеют оставлять сильные впечатления, это те, кто никогда не будет проигнорирован. И если она не может вас игнорировать, угадайте что? Вы выигрываете игру. Номер 5. Игра в жаркое и холодное. Как точно чередовать внимание и дистанцию. Игра в жаркое и холодное. Как точно чередовать внимание и дистанцию. Вы из тех, кто прилипает как жвачка? Или, может быть, исчезаете без причины, выглядя как сумасшедший непостоянный человек? Оба крайности глупы. Ключ в том, чтобы умело чередовать внимание и дистанцию. Если в один день вы очень присутствуете, уделяете внимание, проявляете интерес, то в следующий день будьте более сдержанным. Не исчезать на неделе, а создавать разнообразие, эмоциональную динамику. Это разнообразие активирует ее инстинкт попытаться понять вас. Она задается вопросом: и вчера он был так внимателен, а сегодня он более отстраненный. Почему? Этот внутренний конфликт создает напряжение и желание, потому что она чувствует вызов расшифровать ваше движение. Но не переусердствуйте. Не будьте психом-биполярником. Идея в том, чтобы сохранить тонкий баланс. Мужчины, которые постоянны и предсказуемы, теряют привлекательность. Мужчины, которые исчезают без логики, кажутся нестабильными. Игра в жаркое и холодное – это искусно выполненный танец, где вы показываете интерес, но также ясно даете понять, что у вас есть своя жизнь, свои приоритеты, и вы не здесь, чтобы быть ее игрушкой. Эта чередующаяся динамика создает эмоционально насыщенную атмосферу, которая заставляет ее одержимо пытаться понять, что происходит, и выигрываете вы. Номер 6. Контролируйте разговоры, говорите меньше и позволяйте ей говорить больше.
Контролируйте разговоры, говорите меньше и позволяйте ей говорить больше. Вы болтуны, не так ли? Думаете, что, вывалив кучу слов, сможете впечатлить? Чепуха. Говорить слишком много, не говоря ничего полезного, только показывает вашу слабость и неуверенность. Научитесь слушать. Задавайте открытые, умные вопросы, которые побудят ее говорить больше о себе. Чем больше она говорит, тем сильнее она чувствует связь, ведь она делится частью своей жизни с вами. И в процессе вы контролируете ритм разговора. Пока она говорит, вы наблюдаете, анализируете и учитесь о ней. Не перебивайте каждое предложение. Не пытайтесь впечатлить в каждой фразе. Будьте экономны в словах, но точны. Так она почувствует, что вы действительно ее понимаете, а не просто делаете вид, что слушаете. Это ощущение понимания чрезвычайно мощное и создает эмоциональную связь. Вы перестаете быть очередным дураком, который просто хочет показать, какой он и умный или и забавный, и становитесь тем мужчиной, который понимает, который знает, как вести диалог. Это создает эмоциональное напряжение, потому что она видит ваше превосходство в контроле взаимодействия. Говорите меньше, но пусть каждое слово имеет значение. Так вы выделяетесь на фоне болтунов, у которых нет ничего важного сказать. Номер 7. Сила молчания и паузы. Как заставить ее нервничать от любопытства? Сила молчания и паузы. Как заставить ее нервничать от любопытства? Ах, молчание. Вы боитесь молчания, не так ли? Думаете, что нужно заполнять каждую секунду какой-то шуткой или глупым замечанием? Большая ошибка. Молчание – это смертельное оружие, если вы умеете его использовать. Стратегическая пауза в середине фразы, немного больше времени, чтобы ответить на сообщение, не отвечать сразу, когда она задает вопрос. Это создает напряжение, потому что человеческий мозг не любит пустоты и пытается их заполнить. Она начинает думать, почему он еще не ответил. Чем он занят? С кем он разговаривает? Этот тип вопросов, порожденных молчанием, занимает ее мысли, заставляя думать о вас все больше. Пока идиоты заполняют время ерундой, вы создаете ценность, заставляя ее чувствовать отсутствие вашего голоса, нехватку вашего ответа. Молчание – это приправа, которая делает разговор более пикантным. Это не значит игнорировать все и всегда, это значит использовать молчание с умом. Будьте уверены в себе, чтобы выдержать несколько секунд молчания, не впадая в панику. Так вы показываете самоконтроль и умственную силу, и это чрезвычайно привлекательно. Номер 8. Иметь жизнь, в которую она захочет попасть. Иметь жизнь, в которую она захочет попасть. Вы хотите создать желание, но ничего интересного в жизни не делаете. Сидите дома, жалуетесь, без целей, без увлечений, без социальной жизни. Мой друг, вам нужно открыть глаза. Женщина не будет чувствовать желание к пустому человеку, который ничего не привносит. Имейте насыщенную жизнь с целями, активностями, друзьями, проектами. Покажите, что у вас есть свой собственный мир, который не вращается вокруг нее. Это заставит ее почувствовать притяжение к возможности стать частью этого мира. Если вы бесполезный человек, она не будет скучать по вам. Но если вы человек, который путешествует, занимается спортом, инвестирует в себя, учится и развивается, ее присутствие в вашей жизни станет привилегией, а не благотворительностью. Она понимает, что если она хочет быть с вами, ей нужно будет соответствовать вашему ритму, и это вызывает желание участвовать. Когда у вас есть своя жизнь, она не чувствует скуки, наоборот, она испытывает любопытство, хочет понять больше, хочет быть рядом, чтобы увидеть, что происходит. И это подпитывает напряжение и желание, потому что вы не отчаянный человек, просящий внимания, а мужчина с ценностью, и она знает, что если не воспользуется этим шансом, кто-то другой воспользуется вместо нее. Номер 9. Давайте комплименты, которые навсегда останутся в ее памяти. Давайте комплименты, которые навсегда останутся в ее памяти. Ты красивая. Сколько раз она это слышала? Тысячи, мой друг. Общее замечание не производит впечатления. Оно ничего не оставляет. Хотите выделиться? Хвалите то, что никто не замечает. Может, ее способ мышления, как она аргументирует, блеск в глазах, когда она говорит о том, что любит, храбрость в какой-то ситуации.
Когда вы отмечаете что-то, что никто не ценит, вы создаете связь, заставляете ее думать. И вау, он заметил во мне что-то, что другие не замечают. Это откладывается в ее подсознании и отличает вас от всех посредственных мужчин, которые повторяют один и тот же сценарий. Комплимент, который оставляет след, это тот, что имеет значение, который показывает, что вы не поверхностный идиот. Это создает ощущение понимания, эмоциональной связи. Она начинает больше ценить ваше присутствие, учитывать вашу точку зрения, потому что вы видите ее по-особенному. И угадайте, что? Это увеличивает желание, потому что это не только физическое желание, но и что-то более глубокое, желание быть с тем, кто по-настоящему ценит ее, а не с тем, кто хочет чего-то легкого и быстрого. Номер 10. Сохраняйте спокойствие даже в самых трудных ситуациях. Сохраняйте спокойствие даже в самых трудных ситуациях. Мужчины, которые теряют голову от малейшей трудности, которые жалуются, которые становятся агрессивными, когда что-то идет не так, показывают слабость. Женщины презирают эмоциональную слабость. Сохранять спокойствие в сложной ситуации означает, что у вас есть контроль, что вы не марионетка судьбы. Это создает уважение, а уважение – основа для желания. Если вы паникуете из-за любой ерунды, она увидит испуганного мальчика, а не мужчину. Так что прекратите быть жертвой и научитесь справляться с давлением. Глубоко вздохните, сохраняйте баланс, не унижайтесь. Так она будет знать, что может доверять вам, что у вас есть спина. Это сексуально, это привлекательно, это желаемо. Пока лохи теряют самообладание, вы сохраняете стойкость. Она почувствует, что перед ней кто-то другой, кто заслуживает серьезного отношения. И когда вы заслуживаете серьезного отношения, вы больше не просто ненужная кукла, а человек, которого она уважает и хочет иметь рядом. Номер 11. Не будьте на 100% доступными. Правило дефицита, которое создает ценность. Не будьте на 100% доступными. Правило дефицита, которое создает ценность. Все, что слишком доступно, теряет свою ценность. Если вы всегда рядом, сразу отвечаете, бросаете все, чтобы угодить, она не будет вас ценить. Нет желания в том, что доступно в любой момент без усилий. С другой стороны, если вы избирательны в отношении своего времени, если не отвечаете сразу, если показываете, что у вас есть другие дела, вы создаете дефицит. А то, что дефицитно, имеет ценность. Теперь она думает, и мне нужно воспользоваться моментом, пока я с ним, потому что не знаю, когда будет следующая возможность. Это ощущение заставляет ее ценить каждую секунду вашего внимания. Не путайте это с полным пренебрежением. Речь не идет о том, чтобы исчезать на неделе. Просто не ведите себя как слуга, подчиняющийся каждому ее капризу. Имейте свой график, свои приоритеты. Это не только создает напряжение, но и заставляет ее понять, что вы не отчаянно ждете ее одобрения. И, иронично, именно это и вызывает желание, осознание, что вы не нуждаетесь в ней, но она хочет вас. Номер 12. Пусть она почувствует, что должна завоевывать вас, а не наоборот. Пусть она почувствует, что должна завоевывать вас, а не наоборот. Это и есть поворотный момент. Мужчины, которые постоянно бегают за женщинами, умоляют, пытаются завоевать любой ценой, в конце концов выглядят как эмоциональные нищие. Поменяйте игру. Покажите, что вы – награда. Не превращайте это в глупый театр, но дайте понять через свои действия, что она не гарантированно получит ваше внимание. Если она хочет войти в вашу жизнь, ей нужно заслужить это. Женщины обожают вызов, и когда они чувствуют, что должны завоевывать мужчину, они становятся гораздо более эмоционально вовлечены. Это тот самый инстинкт обладания и завоевания. Не будьте больше подкаблучником, будьте человеком, которого она хочет выиграть. Это создает напряжение, потому что она не знает, завоевала ли вас полностью. И эта неопределенность заставляет ее вкладываться больше, бороться больше и желать вас больше. Перестаньте вести себя как дурак, будьте мужчиной, который себя уважает, который не продается за крохи внимания. Когда вы займете такую позицию, все изменится, и она будет скучать по вам, хотеть вашего времени, ценить каждую крошку вашего присутствия. Сейчас самое время применить все это на практике. Хватит быть дураком, хватит верить в ложные обещания, хватит инвестировать усилия там, где нет отдачи. Будьте мужчиной, который создает желание, напряжение, которого помнят и уважают.
И если вам понравились эти жесткие истины, ставьте лайк, подписывайтесь и будьте внимательны, потому что лучшие советы и рекомендации еще впереди. Выбор за вами – остаться нулем или стать мужчиной, которого они хотят.